Это наше первое кимчи в Анталии, и я хотела записать такой приветственный кусочек собственным голосом. Вот здесь, вот это кимчи из пекинской капусты мы сделали. Здесь сейчас мы приехали, как раз сезон пекинской капусты, потом в Анталии ее просто, говорят, не бывает, поэтому нам просто повезло, и мы хотим еще купить и еще сделать больше. И вот здесь из дайкона редьки. Также мы сделали кучуджан, но рецепт кучуджана я уже выкладывала где-то месяц назад, и он на канале. Просто просмотрите списки видео и плейлисты. Вот так вот держу кимчи от 1 до 3 суток в зависимости от температуры и погоды. Вот если холодно, то можно и 3 дня подержать, если теплее, то сутки. Вот так вот. Так что наше первое кимчи в Анталии. Та-дан! Нам потребуется с вами пекинская капуста, 4 кочана, это где-то около 8 килограмм. Все пропорции будут приведены на это количество капусты. Первое, что мы делаем, это нарезаем капусту. Мы не маринуем ее кочанами целиком. Мы должны ее разрезать, кочан напополам, но не до самого конца, а до половины. Затем вот таким вот образом руками разрываем оставшуюся часть. Для чего это делается? Для того, чтобы листья были красивыми. И затем каждую половину мы надрезаем в области кочерыги, в области основания вот таким вот образом, буквально на несколько сантиметров, где-то от 5 до 7 сантиметров, зависит от того, насколько большая кочерыга. Такой и, собственно говоря, делаем надрез. Затем мы промываем капусту в холодной воде, желательно под проточной водой, под краном. Промываем таким-то образом. Главное, с внешней стороны промыть капусту хорошо. После этого мы приступаем к засолке. Мы посыпаем капусту солью между листьями. Вот таким вот образом. Около 500 грамм соли уходит на то, чтобы вот так вот засыпать капусту солью. Вы приподнимаете листья, берете вот так вот по щепотке и засыпаете между листьями. То есть здесь просто все количество соли вы распределяете между имеющейся у вас капустой. Понимаете, что здесь вы уже приблизительно на глаз просто сыпете между листьями. Затем таким вот образом посоленную капусту мы укладываем в какую-нибудь емкость, в которой будем ее засаливать. Это может быть контейнер, это может быть таз. Главное, чтобы был достаточно объемный, с учетом того, что туда поместилась сама капуста, и плюс вода, которой вы будете ее заливать. Вода должна будет покрывать все количество имеющейся капусты. Теперь мы должны подготовить соленую воду. В холодной воде мы растворяем с вами соль. Около 500 грамм соли мы в данном случае растворяем в холодной воде. Лучше использовать крупную морскую соль, но если нет, то пойдет и обычная соль тоже. Растворив соль в воде, мы заливаем этой соленой водой капусту, так, чтобы соленая вода покрывала всю имеющуюся у нас капусту, так, чтобы она целиком была погружена вот в эту воду. Вы можете сверху положить какой-нибудь пресс, это может быть что угодно, в данном случае крышка плотно прижимала капусту и служила прессом. Мы держим вот таким вот образом капусту в соленой воде где-то около 10 часов. Но главное тут даже и не время, а чтобы капуста у нас с вами стала гибкая и вот так вот свободно и легко сгибалась, не ломаясь. Вообще при засолке количество соли, оно, собственно говоря, как бы такое, собственно говоря, даже и не важно. Чем дольше вы хотите хранить капусту, тем больше, собственно говоря, соли вы и кладете. В общем, на 4 кочана около 8 килограмм, около килограмма соли. Затем после засолки, когда капуста стала вот такой гибкой, мы ее промываем в холодной воде и укладываем под наклоном вот таким-то образом, чтобы с нее стекла вода. Теперь делаем мучную пасту.
Можно взять рисовую муку, можно взять пшеничную муку, это не важно. 3 столовые ложки и 250 мл воды. Мы заливаем в какую-нибудь кастрюльку, размешиваем муку, разбиваем все комочки и готовим на слабом огне, все время помешивая. Готовим до густоты, где-то как сгущенка или кисель. После приготовления этой мучной пасты мы ее полностью остужаем натуральным образом. Теперь следующие ингредиенты, такие как имбирь 50 грамм, чеснок 150 грамм и одна достаточно большая луковица. Мы с вами перемалываем в блендере. Их можно перемолоть вместе, а можно перемолоть по отдельности. Это не важно. И вот такую массу мы с вами получаем. Если у вас есть дайкон и редька, то можете также где-то 150-200 грамм этой редьки перемолоть и тоже ее в эту массу добавить. У меня сейчас не было, поэтому я не добавляю. Рыбный соус, отдельная история. Здесь в Анталии найти было очень сложно. Вообще продается в магазине Метро, но бывает время от времени. Поэтому спасибо нашим новым знакомым в Анталии, Coralit TV, линк на их канал здесь вверху, там вы можете узнать много интересного о Турции и Анталии. Так что загляните, не пожалеете. Мы же с благодарностью наливаем этот рыбный соус в наши кимчи и используем 8 столовых ложек. Я заливаю уже в остывшую мучную пасту рыбный соус и добавляю сахар 3 столовые ложки. Можно использовать также экстракт сливы, если у вас он есть, у меня его нет, и нужно будет тогда экстракта сливы 4 столовые ложки. Далее, в данном случае в этот раз я использую 2 вида красного молотого перца. Красный молотый перец мелкого помола, который мы привезли с собой из Грузии. И его я добавляю в данном случае 2 столовые ложки. Но потом по необходимости можно добавить немного больше для того, чтобы сделать цвет более красным и более насыщенным. Засыпаю туда же в мучную остывшую пасту. И теперь следующий вид перца – это тот, который хлопьями, то есть красный перец чили, но хлопьями, около 150 грамм. Здесь вот в Анталии мы нашли вот такой вот перец, и я ставлю у нас в коммунити фотографию, какой вот этот перец хлопьями в Анталии здесь можно купить и использовать для кимчи. Засыпав 2 вида перца в остывшую мучную пасту, я хорошо все это размешиваю до однородности. Получив вот такую вот массу, похожую на густой соус, я закладываю прежде перемолотый имбирь, лук и чеснок. И все это опять хорошо перемешиваю. Если, как я и говорила, у вас есть редька, то редьку тоже можно было перемолоть, дайкон, и добавить в этот же самый момент. Все это хорошо перемешав до однородности, я добавляю спрайт. Можно также использовать 7-Up 2-4 столовые ложки. Но это по желанию. Вы можете либо добавить, например, чуть больше сахара, или же, например, сладкую грушу перемолоть и заложить в эту же массу. Но вот в этот раз я готовлю вот таким вот образом. Теперь все хорошо перемешав, я даю вот этой пасте маринаду настояться 30 минут. За это время я подготовлю следующие необходимые ингредиенты. Зеленый лук 350 грамм. Вообще его количество зависит от того, насколько вы его любите. Лучше брать не толстый лук, а именно тонкий лук. Но какой есть. Если белые кончики достаточно толстые, то их лучше всего вот таким вот образом крестообразно надрезать или хотя бы один раз надрезать. После этого я нарезаю зеленый лук кусками длиной в 3-4 сантиметра. Если у вас есть дайкон редька, как я говорил, то можете тоже где-то 100-150 грамм нарезать тонкой соломкой. Я же в этот раз буду использовать морковь, больше для цвета, чем для вкуса. И одну морковь я нарезаю тонкой соломкой. Слишком, не то чтобы слишком тонкой, но вот относительно, то есть не жульен, но достаточно тонко. Теперь и нарезанную морковь, и зеленый лук после 30 минут настаивания я добавляю
в подготовленную пасту маринад. Закладываю и вместе перемешиваю. В этот же момент можно заложить и тонко нарезанную дайкон редьку, если она у вас есть. То есть дайкон редьку можно в двух вариантах добавлять в кимчи, либо нарезав тонкой соломкой, либо перемолов вместе с имбирем, луком и чесноком. Теперь подготовьте какую-нибудь большую емкость, удобную для перемешивания. Обязательно наденьте резиновые перчатки, чтобы вам не жгло руки от перца. И мы начинаем полученной вот этой пастой, маринадом, вот этой массой промазывать качан. Как промазывать листья с одной стороны или с двух сторон, это зависит от вашего выбора. Можно промазать только с одной стороны, можно каждый лист промазать с двух сторон. Я промазываю с двух сторон. Но опять же повторюсь, что это не принципиально. Способов приготовления кимчи огромное разнообразие. На том же самом моем канале вы найдете несколько возможных вариантов приготовления кимчи. Я уже делала несколько видео с рецептами приготовления корейского кимчи из пекинской капусты. Здесь в конце видео будет линк на 10 часто задаваемых вопросов по приготовлению кимчи. Думаю, там вы найдете для себя много интересного и ответы, наверное, и на ваши вопросы. Промазав качан, я вот так вот подкладываю листья качана под себя, поджимаю, и вот в таком вот сложном виде я буду укладывать их в контейнер. Складываю качаны плотно друг к другу и на друг друга так, чтобы они давили друг на друга своим собственным весом. Если у вас остался лишний соус, то можете взять его и поверх уже уложенных качанов вот эти вот остатки промазать. Равномерно распределяйте соус, чтобы вам хватило на все количество качанов. И мы приготовленный кимчи держим вне холодильника 1-3 дня, в зависимости от температуры в помещении. Затем храним в холодильнике. Есть можно уже, как правило, после 70 дней выдержки. Максимальный срок хранения в обычном не кимчи холодильнике около 2 месяцев. Приятного вам аппетита!